Всем привет! Вы на канале На велике с бананом, и сегодня я хочу поделиться своим опытом, как я одеваюсь в холодную погоду для велопоездок. Еще в прошлом году я сам искал видео, которые бы мне подсказали, как же правильно одеться, чтобы и не жарко, и не совсем уж замерзнуть. Но ничего толком не найдя, я начал экспериментировать с различными вариантами одежды, спрашивал своих друзей, знакомых, уже более опытных велосипедистов. И сегодня я готов вам рассказать все-таки, к чему я пришел. Поехали! И сразу хотел бы обратить ваше внимание на то, что я буду рассказывать именно про велоодежду. Я не посоветую вам, что лучше одеть, дубленку или пуховик на велосипед. У меня, к сожалению, такого опыта нету. Хотя нет, в прошлом году я один раз выехал в обычной куртке, в обычных джинсах и в обычных зимних ботинках. Да, это было весело. Таким мокрым я еще никогда не приезжал. Первое правило одежды в холодную погоду — это слои. Их должно быть от 2 в более теплую погоду до 3-4, а то и 5 в более холодную погоду. Второе правило заключается в том, что вы должны быть одеты таким образом, чтобы когда стоите на месте, вам должно быть немножко прохладно, а когда едете на велосипеде, вам становится тепло. И третье правило: ноги мерзнут меньше, чем руки. Почему? Потому что руки держат руль, и они не работают, а ноги постоянно работают, крутят педали. Поэтому руки утепляем лучше, чем ноги. Итак, приступим. Для температур свыше 20 градусов все понятно. Одевайтесь как хотите, точно не замерзнете, даже если будет ветер. Как только температура опускается ниже 20 градусов и подбирается к отметке около 15-18, стоит сделать следующее. Первое. На стопы надеваем обычную обувь, в которой вы ездите летом. Это могут быть кроссовки какие-то или контактные ботинки, если вы их носите, и обычные носки. Ноги не должны при такой температуре мерзнуть. Второе. Утеплить ноги. Вы можете одеть обычные летние короткие бибы и под них одеть тонкие нагова. Это как рукава, только на ноги. Или одеть тонкие длинные бибы. Ну или на крайний случай обычные спортивные штаны. Тоже сойдет. Третье. Сверху на руки надеваем тонкие рукава и летние джерси. Или джерси с длинными рукавами, но лучше одеть именно второй вариант, так как джерси с короткими рукавами могут быть отдельные части, более тонкие, для более быстрого отведения пота летом, через которые может легче проходить холодный воздух. Также я рекомендую одеть непродуваемую жилетку. У нее перед обычно плотный и не пропускает ветер, а сзади на спине есть сетка, которая хорошо проводит влагу. Кстати, жилетку я купил не так давно, и это действительно отличная часть одежды. Когда вы едете, вам в любом случае спереди дует ветер, и когда уже становится прохладнее, то это ощущается гораздо сильнее. Ветрозащитная жилетка — это действительно классное решение, чтобы практически полностью избавить себя от встречного ветра. Четвертое. На шею мы надеваем тонкий баф. Его при желании можно превратить в подобие шапки и закрыть уши, если они у вас будут мерзнуть. Пятое. Также надеваем обычные перчатки с короткими пальцами. Шестое. На голову я всегда надеваю подшлемник, ношу его примерно до 10 градусов. При более низкой температуре уже могу надевать балаклаву или дополнительно заматываться в баф. При температуре от 10 до 14 градусов уже стоит утеплиться посерьезнее. На стопы надеваем ботинки с теплыми носками или надеваем не толстые бахилы, которые будут защищать от ветра и влаги. На ноги надеваем утепленные бибы, в которых внутри есть слой флиса, однако слои флиса есть разные, и на такую погоду берем флис не сильно толстый. Как вариант, вы можете одеть летние бибы и наверх надеть какие-то простые спортивные штаны. Главное не переусердствовать с толщиной, чтобы не перегреваться. Сверху надеваем потник, можно, кстати, заменить его на термобелье. Тонкую майку с длинным рукавом, джерси на флисе и противоветровую жилетку или куртку. На шею можно одеть баф потеплее или обычный тонкий, при этом стоит замотать уши. Под шлем пока что еще подойдет обычная кепка или вместо бафа и подшлемника тонкую балаклаву. Перчатки можно уже надевать с длинными пальцами, но не теплые. В теплых, скорее всего, будет довольно жарко. При температуре от 4 до 8 градусов на ботинки я надеваю теплые бахилы, на обычный носок, но можно использовать термоноски. Лично у меня ноги сильно мерзнут, и когда они мерзнут, замерзаю я весь, поэтому люблю утеплить ступни.
На ноги я надеваю теплый биб, все еще не сильно толстый, мне этого хватает. Если кому холодно, можно наверх одеть какие-то спортивные штаны не сильно толстые. Сверху я надеваю потник, но его можно заменить на термобелье. Так будет теплее. Тонкую майку с длинным рукавом, теплую майку, если ближе к 4 градусам, или без теплой майки, если ближе к 9 градусам. Затем куртку, в которой защищены от ветра весь перед, спина, руки и бока. На голову вместо бафа и подшлемника я надеваю теплую балаклаву, у которой есть удобная защита для нижней части лица. В любом моменте ее можно снять или просто чуть-чуть опустить ниже. На руки теплые перчатки. Я думаю, что при такой комбинации одежды можно ездить где-то до плюс 1 градуса. Минимум, что я ездил, это было плюс 4, и мне было достаточно тепло. При температуре ниже нуля я уже не езжу, но вы, я думаю, уже поняли, как примерно надо утепляться. И добавив еще один слой, вы сможете ездить дальше в свое удовольствие, пожалуйста. Также не забываем про дождевики, если вы ездите в сырую погоду или дождь. Есть специальные непромокаемые куртки или просто противодождевые накидки с рукавами. Я не езжу в дождь, поэтому у меня такого нет, и посоветовать конкретно что-то тут я не смогу, к сожалению. И помните, если летом вы ездите на 100-200 км и все окей, то зимой такие расстояния обычно сложно проехать, потому что в любом случае одежда промерзает, продувается и становится холодно. Поэтому оптимальные поездки зимой 1-2 часа, дальше может становиться холодно. Также хочу сказать о том, что для каждого человека будут свои нюансы в одежде. Кто-то сильнее мерзнет, кто-то меньше, у кого-то есть более чувствительные области к морозу и надо лучше утепляться. Допустим, я люблю, чтобы ступни были в тепле, а сами ноги уже не так принципиально. Плюс я стараюсь утеплить руки теплыми перчатками, потому что не люблю, когда мерзнут пальцы. Поэтому пробуйте, подбирайте одежду под себя, выезжайте и тестируйте. За 2 поездки будет точно понятно, что вам надо и в какую погоду. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, ролик был вам полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, а мне очень полезно и очень приятно. До скорой встречи. Пока-пока.